Всем привет! Меня зовут Стрелецкая Евгения, я психотерапевт, и сегодня, если вы хотите иметь здоровые и счастливые отношения, вы меня должны будете очень внимательно послушать, потому что я вам буду рассказывать 3 абсолютно беспрекословных, но, к сожалению, очень малоизвестных принципа, на которых зиждется фундамент абсолютно любых благополучных отношений. И первый принцип гласит: отношениями нужно заниматься. Многие спрашивают у меня: ну как же так? Ну почему отношениями нужно заниматься? Ну неужели не бывает такого, чтобы мы спонтанно могли построить здоровый контакт психологический? Вот мы встретили человека, который нам нравится, который является очень классным, и он самовыражается в наших отношениях, он проявляется таким, какой он есть на самом деле. И я тоже проявляюсь такой, какой я есть на самом деле. Но почему не может быть такого, что наши отношения сами сложатся как идиллия, гармония, и будут благополучными? А некоторые говорят так: ну блин, а если отношения превращать в работу и в труд, разве это не будет искусственно? Разве это не будет неискренне? Разве это не убьет подчистую всю любовь? А кто-то говорит так: камон, как так надо отношениями заниматься? Я столько потратил сил, труда и энергии на то, чтобы найти своего партнера. Так я думал, что все, после того, как я его нашел, уже вся работа закончится, я буду отдыхать, кайфовать и получать удовольствие. Оказывается, самый главный гемор только сейчас начинается. Нет, я не хочу. Это слишком тяжело тогда и вообще затратно иметь отношения, если в них надо постоянно еще и работать. Я хочу работать на работе, а в отношениях я хочу отдыхать. Вот. Короче, возражений куча на эту тему. Но сегодня я вам расскажу, что значит именно правильно заниматься отношениями, и все ваши сомнения по этому поводу отпадут. И вот давайте сначала так прямо и разберемся с таким вопросом. Возможно ли такое, что 2 человека встречаются и спонтанно между ними устанавливается здоровый контакт? Да, конечно, действительно, такое возможно, но только не на 100%. И что, как это получается возможно? То есть вы с этим человеком должны быть какие? Относительно похожи друг на друга, то есть по уровню интеллекта, по уровню эмоционального развития, по каким-то взглядам, вкусам, по каким-то идеалам, ценностям, которые у вас должны, естественно, совпадать, чтобы вы смотрели в одну сторону. Но при этом вы должны быть и разными отчасти. В чем вы должны быть разными? Вы должны быть разными в ваших психологических проблемах и здоровых частях. То есть там, где у вас есть какая-то психологическая проблема, у вашего человека, партнера, эта часть является здоровой, а там, где вы здоровы психологически, у него проблема. И так вот наша же личность, она многогранная, идентичность, она состоит из очень большого количества черт. И так и получается, что у вас вот так вот складывается все, и получается гармония. Вы друг друга как бы лечите. И нормальные отношения, здоровые, классные, они всегда способствуют развитию именно потому, что здоровые части и психологические проблемы разные. И ваш партнер может быть спонтанно выполнять для вас психотерапевтическую роль и функцию. Например, у вас есть глубинное чувство вины, а у вашего партнера его нет. И он вам показывает, что его на своем примере, что его испытывать это нецелесообразно. Он помогает вам от него избавиться. Или, например, у вас есть сексуальная проблема, а у вашего партнера нет сексуальной проблемы, и он помогает вам ее преодолеть. Или, например, ваш партнер ленивый, у него не развита сила воли и систематичность, а вы, наоборот, очень дисциплинированный, волевой, трудолюбивый человек. И так вы своего партнера можете научить так делать. Или он, например, очень замкнутый, неэмоциональный, а вы очень эмоциональный, вы друг друга уравновешиваете, вы очень общительный, допустим. Да, такое бывает. И лучше всего этот принцип для меня иллюстрирует метафора из сказки Киплинга «Откуда взялись броненосцы». Там было 2 главных героя: злючка, колючка, еж и черепаха неспешная. И там был ягуар, который на них охотился и хотел их съесть. Злючку, колючку, ежа, который сворачивался клубком для того, чтобы противодействовать ягуару, ягуар скидывал в воду. Тогда ежик раскрывался и становился беззащитным, и ягуар мог его съесть. А черепаху ягуар выковыривал из панциря, когда она находилась на суше. И тогда ежик с черепахой решили объединиться. И черепаха должна была научить ежика плавать, чтобы он даже в воде оставался неуязвим против ягуара.
А ежик черепаху должен был научить, чтобы она сворачивалась клубком, и чтобы ягуар не мог ее выковырять из панциря. И так, пока они учились, с ними произошли чудодейственные изменения, невероятные. У ежика все колючки разгладились, стали более гладкими, твердыми и упругими, и превратились как бы в единый панцирь от постоянного соприкосновения с водой. А у черепахи чешуйки панциря, наоборот, раскрылись и стали более единичными и щетинистыми, потому что она сделала свой панцирь очень гибким. Итак, в следующий раз, когда ягуар встретил ежика и черепаху, они уже не были ежиком и черепахой. Они уже были как два брата-акробата, как близнецы, совершенно не похожи на свои первоначальные варианты, но очень похожи друг на друга. Они превратились, по сути, в одно. И они стали броненосцами. Вот оттуда и взялись броненосцы. И для меня это очень классный пример, потому что когда два человека встречаются, они сначала очень разные, но потом, пока они общаются, они перенимают друг у друга эффективное поведение, они становятся очень похожи друг на друга, они становятся очень близки, и они становятся действительно как родственниками, как два самых лучших друга, как братик и сестричка, если речь идет о гетеросексуальной паре. Это очень классный, абсолютно идеальный вариант, но в жизни он на 100% все равно невозможен, потому что нам в детстве прививают наши родители при помощи воспитания дисфункциональные эмоциональные схемы, и они не могут быть на 100% способствующими нашему совпадению. Мы можем друг с другом в реальных обстоятельствах совпасть, но на 70%. Остальные 30% будут такие, что у вас все равно штырек на штырек попадется, а пустота на пустоту. И уже тут вы не сможете решить проблемы друг друга. И именно эти штырьки, которые вот так вот друг на друга наедут, они как раз и будут служить источниками всевозможных конфликтов, невзаимопонимания, то есть недопонимания и всевозможных неурядиц и разногласий. И именно поэтому все-таки взаимоотношениями нужно заниматься ради того, чтобы сохранить эти 70% чистоты, ясности и совпадений и здравого контакта. А эти 30 уменьшить, нивелировать и тоже превратить их в здоровый контакт. И что я подразумеваю под тем, чтобы заниматься отношениями? Нет, я не говорю, что это должен быть вообще постоянный такой очень унылый труд, работа, дичь, скука и просто жесть. Когда вы там друг до друга докапываетесь, переделываете друг друга и превращаете эти отношения в психотерапию. Нет, ни в коем случае. Речь идет только о том, чтобы относиться к своему партнеру внимательно, ответственно и с заботой. Точно так же, как, например, если вы заводите себе цветок, то вы же понимаете, что вы его должны будете регулярно теперь поливать, заботиться о нем, вытирать ему листочки. Или если вы заводите себе там котика, да, то вы понимаете, что вы его должны будете каждый день кормить. А если он будет болеть, то его надо будет отвезти к ветеринару. Вы уже не сможете просто так на месяц куда-то уехать и оставить его дома одного, потому что он умрет от голода и от жажды. И в нашей жизни все так устроено, что когда мы хотим что-то иметь, нам надо этим заниматься. Если вы хотите иметь хорошую профессию, и вы же в ней развиваетесь профессионально, вы постоянно какие-то книжки по этой теме читаете, вы постоянно спрашиваете у каких-то более старших коллег советов, вы развиваетесь в этой сфере. И в любой сфере, наша жизнь, это вообще, так вот получилось, извините, ребята, это труд. Это не просто так какие-то каникулы, когда мы сидим и такие хе-хей, и ничего не делаем. Да, за все в нашей жизни приходится побороться. И что я подразумеваю под тем, чтобы заниматься отношениями? Вам надо делать только одну вещь, но это очень сложно. Это высказывать все свои эмоции, абсолютно все, своему партнеру в ненасильственной форме. То есть заниматься отношениями – это значит выстраивать коммуникацию со своим партнером. Давайте посмотрим, чего не должно быть в здоровых и счастливых отношениях. В них не должно быть насилия. То есть если в них есть насилие, то мы их уже не считаем здоровым контактом. Что я подразумеваю под насилием? Во-первых, в таких отношениях не должно быть контроля.
Контроль, что это такое? Это желание, попытка переделать человека. Вот, например, вы встречаетесь с кем-то, он вам нравится, там, например, на 70%. Вы думаете, о, какой-то классный парень, такой веселый, интересный, такой легкий, мы с ним очень классно проводим время, он постоянно меня удивляет, да, с ним есть что-то новое. Но он, например, курит травку каждый день, он наркоман. Ну окей, хорошо, я возьму такого, оставлю все хорошее, что в нем есть, а потом я его от наркомании отучу, я это переделаю. Нет, у вас это не получится. Человек на 95% не меняется, он останется таким, какой он есть. Поэтому сразу смотрите, кого вы берете. Не надо брать того, кто вам, ну да, не то, не сё, короче, но вот за это мы зацепимся в надежде на то, что вы что-то переделаете. Не надо. Вы не переделаете, вы его будете просто насиловать, и он в итоге не переделается, и вы сами устанете, и, короче, это просто сизифов труд. Единственное, в чем вы можете изменить поведение человека, это только в отдельных каких-то аспектах, которые непосредственно касаются вас. И вы это сможете сделать при помощи того, что вы будете в ненасильственной форме высказывать ему свои эмоциональные потребности. И если он вас любит и он захочет, то он сможет попробовать их удовлетворить и изменить свое поведение, немножко его откорректировать в каких-то аспектах, для того, чтобы это вам было удобнее. Но глобально, по существу, природа человека никогда не изменится. И вы должны понимать, что веселье и интересность этого человека, они во многом и проистекают, они абсолютно неразрывно, монолитно связаны именно с тем, что он наркоман. Далее, чего еще не должно быть в отношениях? Не должно быть пренебрежения. То есть пренебрежение — это, по сути, отсутствие заботы, поддержки и заинтересованности в человеке. Это когда ваши отношения с ним недостаточно близкие, они формальные. То есть это когда вы заводите себе отношения с человеком как раз, чтобы свои эмоциональные потребности за его счет удовлетворять. Вот когда вам надо, вы с ним позанимались сексом. Вот когда вам интересно, вы с ним куда-то вместе сходили. Но вот глобально, тотально вы не вдумываетесь там в его жизнь, судьбу, вы не хотите сделать ему лучше. То есть это недостаточно близкая дистанция. Еще в отношениях не должно быть критики. Запомните, что вы можете человека критиковать только в двух случаях. Первое, когда он вас сам об этом попросил. И второе, когда его какое-то поведение, которое вам не нравится, лично, непосредственно касается вас напрямую. Тогда вы можете его попросить о том, чтобы он свое поведение изменил. А вся остальная критика, она уже является тоже проявлением контроля, насилия, попыток изменить человека. Это когда вы говорите ему там: ой, мне не нравится твоя прическа, постригись, или мне не нравится, как ты выглядишь, ты слишком жирная, похудей, или мне не нравится твоя короткая юбка, носи юбки подлиннее, или мне не нравится то, что ты общаешься постоянно с друзьями. То есть вы, например, выбрали девушку за то, что она очень общительная, да? Но потом вы хотите вдруг начинать в какой-то момент, чтобы она общалась только с вами, а со всеми другими людьми она не общалась. Но так не получится, она экстраверт, она очень общительная, так будет всегда. Вот. И, естественно, любую критику вы должны высказывать в ненасильственной форме. А критика в насильственной форме в виде криков, оскорблений, придирок, в виде обзывательств, типа корова, дура, тупая, ленивый, чмо, ненадежный, шланг, оладух. Это все абсолютно неприемлемо. Далее, естественно, конечно же, в этих отношениях категорически не должно быть физического насилия. То есть любое воздействие, любые пощечины, или взять человека, побить его немножко головой об стенку, или чуть-чуть придушить его подушечкой, или хлобыснуть дверью, или разбить его телефон, личные вещи. Это все категорически абсолютно неприемлемо. Это называется физическое насилие. За это скоро вас будут уже в тюрьму сажать. Конечно, не должно быть сексуального насилия. И, конечно же, не должно быть экономического насилия. То есть это когда вы деньги заработали, а потом своего партнера за это упрекаете. Типа: вот, я горбачусь, тут нас обеспечиваю, нашу семью, а ты деньги так неразумно тратишь. Или там: да я тебе этих денег не дам, ты не заслужила, и так далее. То есть это всевозможные, типа, когда вы заработали денег, вы считаете себя вправе уже проявлять власть по отношению к этому человеку и управлять им. Давайте посмотрим, что является индикаторами того, что в отношениях происходит насилие. Индикаторами является то, что у одного партнера в этих отношениях на систематической, регулярной, хронической основе он будет испытывать чувство стыда, то есть он будет себя чувствовать чмом, это когда его постоянно критикуют в насильственной форме, чувство вины,
Далее, чувство страха перед партнером, это когда его бьют и контролируют или экономически насилуют. Также, если один из партнеров постоянно на хронической основе чувствует себя непонятым, одиноким или ему очень грустно. Естественно, вам может быть грустно, вы испытываете стыд, чувство вины и страх из-за своих психологических проблем. Но если ваш контакт здоровый, то тогда по мере развития времени и ваших отношений эти чувства должны что? Ослабевать. Да? А если они только усиливаются или годами сохраняются, и воздействие на вас, вашего партнера, не приводит к тому, что эти чувства у вас проходят, это значит, что он закрепляет их и поддерживает, что он ими пользуется. И давайте посмотрим, что же должно быть в отношениях, чтобы мы могли считать это здоровым контактом. А в этих отношениях должно быть что? Забота, внимание, поддержка, эмпатия и заинтересованность. Что я под ними подразумеваю? Конечно, у каждого человека они могут проявляться в абсолютно разных формах, в зависимости от ваших индивидуальных манер, особенностей и предпочтений. Для кого-то это приготовить еду, для кого-то это вместе нежно полежать под одеялком с массажем. Для кого-то это долгие-долгие, многочасовые, практически бесконечные разговоры, когда вы обсуждаете все. Для кого-то это сбегать в аптеку, когда человек болеет. Это все абсолютно в разных формах выражается. Но самое главное — это понимать принцип. Когда вашему партнеру плохо, когда ему грустно, больно, когда у него заниженная самооценка, когда ему что-то не нравится, когда он несчастлив, вы с этим не миритесь, вы не остаетесь равнодушны, а вы готовы инвестировать, прикладывать максимум своих сил, времени, и вы испытываете желание искренне на то, чтобы это положение вещей исправить и сделать так, чтобы он испытывал только радость, любовь к себе, интерес от жизни, и чтобы он был счастливым, и чтобы ему было легко. Также в этих отношениях, что еще должно присутствовать в здоровых, да, в счастливых, в благополучных, это постоянное чувство удивления, потому что другой человек, у которого нет тех психологических проблем, которые есть у вас, он будет вести себя с вашей точки зрения неожиданно. И вы будете постоянно удивляться и думать: а что, так можно было? И за счет этого вы как раз и будете развиваться, узнавать что-то новое, становиться в новые для себя позиции в жизни, будете смотреть с непривычных точек зрения и углов на какие-то ситуации, которые происходят в жизни. И именно за счет этого будет происходить и ваше развитие, и развитие вашего партнера. И взаимная будет эволюция происходить. И по сути за счет этих отношений будет происходить дальнейшее развитие в целом вашей психики. Еще в этих отношениях должно быть восхищение и благодарность. То есть радость, любовь и интерес, они выражаются в виде двух форм. Да? Восхищение, которое убирает у человека заниженную самооценку и стыд, если они были, а благодарность убирает у него чувство вины, если они были. И это две как бы принципиально разные формы выражения радости, любви и интереса. То есть восхищение — это когда вы говорите: какая ты красивая, какая ты умная, какая ты необычная, какая ты классная, я вообще тобой, очень сильно восхищаюсь. Да? А благодарность — это: ой, спасибо тебе большое за то, что ты провела со мной время, за то, что ты приготовила мне ужин, за то, что ты придумала неожиданное решение, за то, что ты дала мне хороший совет. То есть это когда вы благодарите человека за его поступки именно и одобряете их. А восхищение — это когда вы то, какой он сам есть, называете эти позитивные черты. Так, и, соответственно, индикаторами того, что ваши отношения нормальные, здоровые, счастливые, развиваются правильно, будет именно то, что в ваших отношениях будут преобладать позитивные эмоции: восхищения, благодарности, радости, любви, интереса. И еще очень важный фактор — это именно чувство нежности. Это очень специфическое чувство, которое возникает именно как отклик на то, что вам сам человек нравится, и у вас прям душа размягчается от того, что вы рядом с ним, и за счет именно этой нежности вы хотите ему что-то давать, все самое лучшее, что у вас есть. И нежность, она является безошибочным индикатором того, что в результате вашего воздействия на человека у него процесс его развития психики продолжился. И у него происходят эволюционные процессы, его душа и психика раскрыта.
и не законсервировалась в своих психологических проблемах. И все это из того, что не должно быть, в то, что должно быть, можно перевести только одним принципом. Представьте себе, это именно выражать все эмоции в ненасильственной форме. Надо отдохнуть. Следующие принципы, второй и третий, очень малоизвестные, но знать их критически важно. Они обладают абсолютно математической точностью. Второй принцип такой: в отношениях должен быть баланс между «хочу» и «должен». Что это из себя представляет? Вот мы все в паре делаем не только то, что хотим, но делаем то, что должны. Например, сегодня я хочу набухаться и блевать, но вместо этого я мою посуду. Или я хочу все свои деньги потратить на шмотки, но вместо этого мы договорились, что мы копим на машину, например, и поэтому часть денег я откладываю. Или я хочу заниматься сексом абсолютно со всеми людьми в мире и быть полигамной, но из-за того, что я считаю, что измена — это плохо, я не хочу своему партнеру причинять боль, я ему не изменяю. То есть нам приходится, конечно же, в чем-то себя ограничивать и делать очень много рутинных, не совсем приятных вещей. Или, например, я устала, я хочу наорать на своего партнера, когда мне что-то в нем не нравится. Но вместо этого я сижу его, внимательно слушаю и пытаюсь проявлять к нему эмпатию, даже когда у меня у самой и так мало сил. Вот, понимаете, то есть да, это, конечно, вот труд, приходится отдавать свои силы, энергию, все это затрачивать. Но надо, чтобы было так. Например, вы в отношениях делаете того, что хотите, на 70%, а того, что должны, на 30%. И у вашего партнера должна быть такая же цифра. Он должен тоже на 70% делать то, что он хочет, на 30% то, что должен. Эти цифры могут быть разными. Если вы оба очень-очень хорошо, такие воспитанные, дисциплинированные люди, я знаю такие пары, они могут там делать 30% того, что хотят, а на 70% то, что должны. Это такие образцово-показательные семьи, очень дисциплинированные. Либо же, если вы оторвы и панки, вы можете делать на 90% то, что вы хотите, на 10% то, что должны. Самое главное, чтобы у обоих партнеров это было поровну. Но если у одного партнера перекос в сторону того, что он должен, а у другого партнера перекос в сторону того, что он хочет, то это приведет к проблемам в паре. В каком случае у вас может быть перекос в сторону должен? Первый случай — это если у вас есть глубинное чувство вины, и вы становитесь очень угодливым, дающим, исполнительным. Вы стараетесь все время только отдавать что-то хорошее, и у вас огромные проблемы с тем, чтобы что-то просить, получать в ответ, и вы вообще считаете, что вы должны заслуживать любовь. Второй вариант. Если вы испытываете проблемы с тем, чтобы выражать злость. То есть, например, вы на себя взяли какую-то обязанность, но потом вам она разонравилась, и вам уже тяжело сказать: я это не хочу, мне это не нравится. То есть выражать злость не в том плане, что прям злость, а какое-то любое возмущение, негодование, раздражение, какое-то чувство несправедливости. И вы долго-долго из-за этого терпите. Третье. В том случае, если вы не знаете, чего вы хотите. Вот вас научили, каким должен быть человек, и вы этому плану строго следуете. Но вы сами не осознали, чем вы хотите заниматься, какие у вас предпочтения. То есть вы не можете делать то, что хотите, потому что вы только знаете хорошо, что делать то, что вы должны. И в этом случае вы сами виноваты. Ваш партнер не виноват в том, что он делает то, что он хочет. Вы виноваты в том, что вы сделали этот перекос. Но какие будут последствия? В какой-то момент вас это просто достанет, и вы будете чувствовать себя использованным, что вы вкладываетесь в отношения, вы что-то делаете, а другой партнер на вашем фоне будет вроде как ленивый. И вы сами будете себя чувствовать недооцененным, использованным. И в результате этого вы можете даже разрушить эти отношения или не захотите их дальше продолжать. И вам уже потом будет тяжело их поменять. Вот в чем дело. А перекос в сторону «хочу», он, например, может быть, к примеру, у пассивно-агрессивного расстройства личности. Это такой человек, ну, как правило, мужчина, который думает, что все вокруг ему все должны, но женщины это тоже могут быть, которые всех абсолютно людей воспринимают
как предъявляющих к нему необоснованные требования, даже в том случае, если они обоснованные. Такой мужчина, например, он может работать на какой-то обычной работе абсолютно, каким-то рядовым сотрудником, но считать себя уже пупом земли за то, что он сходил на работу. Он там, допустим, зарабатывает 10 тысяч гривен, а его жена, например, зарабатывает 2000 долларов. Но он все равно считает, что он крутой. За то, что он поработал, все его должны уже в попку целовать, ему говорить спасибо. И он приходит на диванчик, ложится, разворачивает газету и читает ее, потому что он же устал, он хочет отдыхать. А когда ему говорят, ну, слушай, елки-палки, Вася, ну сделай то, сделай это, ну ты уже совсем совесть потерял. Он считает, что к нему придираются просто, потому что такие люди против всех окапываются в таком хроническом бунте. И они даже самого своего близкого человека воспринимают как того, который хочет до них просто докопаться и что-то от них получить, и они против него будут такую вражду, как в окопе десантник-лазутчик, устраивать. Вот, конечно, с такими людьми очень тяжело построить здоровые отношения, здоровый контакт. Ну, может, я когда-нибудь про это отдельное видео сниму. Вот, поэтому, если у вас есть перекос в сторону «должен», то вы должны делать больше того, что вы хотите, как бы тяжело вам поначалу это ни было. И третий принцип базовый здоровых, счастливых, близких отношений – это то, что должен быть баланс между «даю» и «беру». Это не то же самое, что «хочу» и «должен». «Хочу» и «должен» – это когда вы думаете «я должен», например, ходить в магазин, мыть посуду, зарабатывать деньги, воспитывать детей, плюс следить за своим хорошим внешним видом, развиваться. И вы все это делаете, то есть не только давать партнеру что-то, но и когда у вас есть какие-то общие дела и обязанности, вы большую их долю берете именно на себя, там 70-80%. А ваш партнер отдыхает, в носу ковыряется, так делает. Пу! Короче, проводит время в свое удовольствие. Но, кстати, тут еще есть один очень важный хитрый нюанс, я забыла сказать, во втором принципе. Проводили статистические исследования, среди супругов проводили опрос и спрашивали там у мужа и у жены, например, отдельно, а как вы думаете, кто в вашей паре делает чего-то больше? И каждый говорил, я. Конечно, я. И каждый в паре думает, что он делает на самом деле больше. Потому что когда мы делаем какое-то дело, мы ж напрягаемся, мы свои силы закладываем. И мы этот момент, во время которого мы напряглись, очень хорошо запоминаем. А то, что делает другой человек, это же не мы напряглись, и это мы не запоминаем. И там, кто больше выносит мусор? Я. А кто чаще заправляет постель? Я. А кто чаще готовит есть? Я, конечно. А кто лучше другого слушает? Я. И поэтому для того, чтобы, если у вас проблемы с тем, чтобы определить, кто все-таки больше чего дает, то надо что делать? Просто тупо брать и записывать. И если у вас с партнером есть конфликты на тему того, кто сколько делает, вам прям надо все обязанности взять, расписать и вплоть до того, что их очень четко в письменной форме распределить. Например, я всегда мою посуду, а ты всегда моешь полы. Я зарабатываю столько денег и столько трачу, а ты зарабатываешь столько денег и столько тратишь. То есть все это должно быть на уровне четких абсолютно правил, каких-то договоренностей прописано, буквально практически как контракт. И ничего в этом такого страшного нету. Вот. Возвращаемся к третьему принципу. Баланс между даю и беру. Что подразумевается под даю и беру? Это все, грубо говоря, интервенции, которые вы осуществляете в отношении другого человека. И все, которые он осуществляет в ваш адрес. То есть количество энергии и информации, которое от вас ушло к другому человеку, должно быть равно тому, которую вы получили. И это история о том, как не быть навязчивым. Например, вы только начинаете общаться с парнем или девушкой. И вот, например, у меня очень часто спрашивают, а как понять, когда ему стоит писать, например, или вот сейчас, я могу пригласить ее на свидание или нет? Или как сделать так, чтобы я не надоел, а только понравился? Очень просто, надо опять же считать. То есть, например, если он вам написал 5 сообщений в Вайбере, допустим, после свидания, то вы можете ему написать тоже 5 сообщений. А если он вам написал одно, то и вы должны написать одно. А если он вам написал одно, а вы напишите ему 5 или 10, то что произойдет?
понизится ваша ценность, вас будет слишком много в пространстве этого человека, вы перестанете вызывать интерес. Или же, например, в каком случае у вас может быть перекос в сторону «даю». Это может быть в том случае, когда у вас заниженная самооценка, вам очень нравится этот человек, у вас есть желание ему понравиться. Или у вас может быть просто такой созависимый стиль построения отношений. Созависимый стиль отношений, когда вы не очень хорошо осознаете, ощущаете свои границы, и вы хотите максимальной близости с этим человеком, вы хотите просто слиться с ним. Не мыслите себя без другого. И в этих случаях, смотрите, тоже опять же, к чему это приводит? К тому, что другой человек будет от вас хотеть закрыться и дистанцироваться. Допустим, жена звонит мужу на работу и говорит: ну что сегодня приготовить тебе? Котлетку с пюрешками? Он говорит: ну да, хорошо. И потом он приезжает домой, она ему несколько раз звонит там на протяжении дня, допустим, да, потом все, он приезжает домой, и он хочет просто посидеть, там, не знаю, пролистать какую-нибудь новостную ленту, ознакомиться с новинками, что в мире произошло. И она уже говорит: ну я тебе разогрела котлетку с пюрешкой. Он говорит: хорошо, сейчас я подойду. И она ему говорит: ну я разогрела, пойдем, Вася, ну пойдем кушать, пожалуйста, я же разогрела. И она не понимает, почему он к ней равнодушен, почему он на нее обращает мало внимания. И тогда она начинает думать: хорошо, я должна заняться собой. И она покупает себе новое платье, и она делает стрижку, и она подходит к нему и говорит: ну посмотри, тебе понравилось. Короче, она начинает еще больше, если она хочет требовать внимания, да, садится рядом с ним, обнимает, спрашивает, как у него дела. А он хочет, допустим, побыть один. Вот. Но потом она начинает, например, кричать на него, раздражаться, критиковать, обижаться, предъявлять ему еще больше претензий. То есть все это значит то, что она дает гораздо больше, чем она получает в ответ. Поэтому, опять же, если у вас есть какие-то сомнения на этот счет, просто считайте. Если вы даете больше, то вам надо себя сдерживать и давать меньше. А если вы, наоборот, даете мало, то есть вам, например, уже человек несколько раз сказал: ну, слушай, ты мне симпатичен, может быть, как-то продолжим наше общение, да? Или он вам пишет, например, сообщение, ну, в нормальном количестве, проявляет какую-то заинтересованность, внимание к вам, а вам, например, мешает стыд, или то, что вы не выражаете эмоции, например, вы интроверт, или у вас заниженная самооценка, мешают вам давать равное количество, то наоборот старайтесь это увеличивать и давать больше. И не бойтесь быть отвергнутым, потому что пока вы не превысите количество, которое он уже вам сделал, вы будете в безопасности. То есть если он вам написал 5 сообщений, не бойтесь лишний раз слово написать, у вас есть запас в виде 5 сообщений. Самое главное не переделать. Ведь навязчивые люди, когда они дают больше. Но когда вы даете мало, вы держите своего партнера на сухом пайке, из-за этого отношения тоже могут не сложиться. Вот. Поэтому выводы из этого видео простые. Вы должны задать себе 3 вопроса. Первое. Не подвергаю ли я своего партнера насилию? Нет ли такого, что я его контролирую, слишком много критикую, подвергаю его сексуальному, экономическому насилию? Не бью ли я своего партнера? Проявляю ли я в отношении него достаточное количество заинтересованности? Поддерживаю ли я его? Проявляю ли я заботу? Испытываю ли я в его адрес нежность? Проявляю ли я эмпатию? Второе. Есть ли в наших отношениях баланс между хочу и должен? Нет ли у меня перекоса в сторону должен или в сторону хочу? Если есть, то вы должны либо начать делать больше того, что вы хотите, если у вас перекос в сторону должен, либо наоборот делать столько же, сколько и ваш другой партнер делает, для того, чтобы вкладываться в ваши отношения поровну. И третье, не нарушен ли у нас в отношениях баланс между даю и беру. Если вы даете больше, вам надо опять же умерить немножко свой пыл и чуть-чуть попуститься. А если вы даете слишком мало, то не бойтесь проявлять себя чуточку больше, для того, чтобы ваши отношения все-таки сложились и близкими, и доверительными. Моя рубрика про отношения постоянная, она будет теперь регулярно пополняться. Я вам буду рассказывать очень много полезных, важных и интересных принципов о том, как строить счастливые и благополучные отношения, потому что я знаю, что с одной стороны это то, чего люди хотят больше всего на свете, и они об этом все втайне мечтают, потому что все понимают, что именно здоровые, счастливые отношения являются не только источником длительного, полезного счастья, но еще и самым бесценным источником продолжения своего собственного саморазвития.
Немножечко зарапортовалась, забыла, что хотела сказать. Да, но при этом строить их сложнее всего, и никто этого не умеет. Это практически какое-то тайное знание. Но я прям очень хороший специалист в этой области, я на этом собаку съела, поэтому я вас научу строить и хорошие отношения, и счастливые, и близкие, и долгосрочные. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. Всем пока!